В истории Древнего Рима множество загадочных фигур, но немногие настолько противоречивы, как император Калигула. Он не только закончил стройки, начатые его предшественником, построил несколько акведуков и храмов, но и прославился своими сексуальными связями с сестрами и поднятием налогов. Сегодня мы углубимся в историю этого знаменитого монарха, чтобы выяснить, кем он на самом деле был – гением, сумасшедшим или, возможно, жертвой своей эпохи. Гай Юлий Цезарь, Август Германик, не испытывал симпатии к своему прозвищу Калигула, несмотря на его героическое звучание. Его прозвище переводилось как «маленький сапог». Так его называли из-за того, что будущий правитель носил миниатюрные военные ботинки в лагере своего отца, Германика, который был покорителем германцев, триумфатором, консулом и фаворитом римского населения. Агриппина, супруга Германика и мать будущего императора, следовала за своим мужем в военных походах, включая походы вдоль реки Рейн. Таким образом, будущий император вырос в окружении солдат и в тени лавров своего отца. Когда Августу Германику исполнилось 7 лет, его отец, Германик, внезапно умирает, вызвав этим подозрение в отравлении. Его смерть могли организовать либо наместник Сирии, с которым у Германика были разногласия, либо император Тиберий, завидовавший его популярности и любви народа. Вскоре Агриппина, не скрывавшая своих подозрений в убийстве мужа, и двое ее детей были отправлены в ссылку и умерли, вероятно, насильственной смертью. Молодого Германика, однако, Тиберий приблизил к себе и назначил наследником. В 37 году нашей эры Тиберий скончался, и существует предположение, что его отравил его же наследник, и в возрасте 25 лет Гай, которого античные историки часто называют по имени, вступил на престол императора. Это было не настолько рано для правления. В качестве примера, императора Гелиогабала убили в 18 лет, а до этого он успел оставить такой след в истории, что получил репутацию самого развратного правителя Древнего Рима. Кстати, мне интересно ваше мнение. Хотели бы вы увидеть отдельное видео о Гелиогабале? Оставьте ваши комментарии ниже и расскажите, что вы об этом думаете. А мы пока продолжим наш рассказ. Римляне радостно встретили Гая, помня его как сына Германика. В отличие от жестокого Тиберия, Гай действовал как благочестивый римлянин, почтительно похоронив останки своей семьи и Тиберия, за что получил одобрение. Как император он провел амнистию, уничтожил обвинения против своих родственников, отменил наказание за клевету на императора и ввел либеральные реформы, включая отмену налога на продажи и стимулирование экономики через крупные строительные проекты. Молодой император уважал права Сената и восстановил для римлян право избирать некоторых магистратов. Но, как отмечает историк Дион Кассий, народное управление оставалось лишь формальностью из-за политической апатии граждан. Плебс больше ценил публичные раздачи, игры и спектакли, организованные императором. Однако благосклонность народа к сыну Германика не длилась долго. На 8-м месяце правления он тяжело заболел, что, по мнению некоторых, повлияло на его умственное состояние. Существует предположение, что его состояние ухудшилось из-за зелья от Цезонии, любовницы и будущей 4-й его жены, предназначенного вызвать любовь, но спровоцировавшего безумие, хотя некоторые считают причиной энцефалит. После выздоровления поведение Гая резко изменилось. Начались пытки, казни и чрезмерный разврат. Согласно историческим источникам, он мог увести жену известного человека во время пира, а затем детально описывать ее качества и недостатки, или же забирать невесту у жениха прямо на свадьбе. В 38 году умерла его любимая сестра Друзилла, что спровоцировало еще большее ухудшение его поведения. Гай вступал в интимные отношения как с Марком Липидом, так и с Друзиллой, и, по слухам, с другими своими сестрами. После смерти Друзиллы Марк и оставшиеся сестры устроили заговор против императора, но их план был раскрыт, что привело к казни всех заговорщиков, кроме сестер, которые были сосланы и умерли в изгнании. Правление Гая на этом этапе ознаменовалось развратом и жестокостью, подробно описанными античными писателями. Хотя римляне того времени были привыкшие к жестокости,
Калигула, выделялся своим стремлением к зрелищности и чрезмерной самовлюбленностью, особенно проявлявшейся в его отношении к театральным представлениям и актерам. Свою знаменитую фразу «Как хорошо было бы, чтобы у всего народа была одна шея, которую можно разом перерубить», он произнес именно тогда, когда публика аплодировала в цирке возницам из ненравившейся ему команды. В театре император следил за актерами, танцуя за кулисами, хотя сам на сцене не выступал. Это развлечение он оставил для своего племянника Нерона. Однако однажды ночью он приказал сенаторам собраться для срочного совещания, но когда они прибыли в состоянии тревоги, Гай исполнил перед ними танец в женском наряде и удалился. Сенаторы, конечно же, обиду на него не затаили, осознавая, что исход мог быть намного худшим. Чрезмерные и затратные развлечения опустошили государственную казну, и Гай начал искать способы ее восполнения. Вначале он увеличил налоги. При этом налоговое бремя коснулось всех слоев населения. От носильщиков, плативших часть своего заработка, до проституток, облагавшихся налогом за каждое сношение. Светоний отмечает, что закон о налогах также включал положение, обязывавшее к уплате налогов всех, кто когда-либо занимался проституцией или сутенерством, даже если те уже вступили в брак. Новые налоговые правила были напечатаны мелким шрифтом и размещены в труднодоступном месте, что приводило к штрафам за их неуплату из-за невозможности прочитать условия. Когда народ, возмущенный налоговой политикой, собрался на митинг в цирке, Калигула приказал солдатам подавить протест, убив участников. В 39 и 40 годах сын Германика успешно провел кампании в Германии и Галлии, где добился успехов в основном за счет переговоров. Он укрепил власть Рима, получив признание от нескольких германских племен, и расширил границы, сдвинув пограничные укрепления Лимес на север. Хотя его достижения не были столь значительны, как у его отца, они все же были победными. Позже эти походы критиковались как неудачные, однако это мнение скорее отражает антипатию римских историков к фигуре Гая, а не реальное положение дел. Понятно, что при таком подходе к делам шансов на долгую и счастливую жизнь у него не было. Однажды Оракул предупредил Гая, чтобы тот боялся Кассия, и он послал убить проконсула Азии Кассия Лонгина. Но дьявол крылся в деталях. Заговор готовил командир претарианцев Кассий Херей, и в этом император сам виноват. Следовало обращаться с охраной более вежливо. Он же называл Херея, старого сурового легионера, публичной девкой, и когда тому наступала очередь нести караул, назначал паролями слова «Венера», «Любовь» и тому подобное. А кроме того, предлагая для поцелуя руку, складывал и двигал ее непристойным образом. В итоге Херей и еще несколько заговорщиков зарезали глупца в узком переходе, когда он выходил из театра. Вышло все довольно просто и не романтично, совсем не так, как, например, у Гелиогабала, которого, по легенде, задушили, запихав в рот губку для гигиенических процедур в уборной. Следующим императором заговорщики выдвинули Клавдия, его дядю. Жизнь и смерть Гая Германика стали источником вдохновения для множества писателей, кинорежиссеров и создателей порнографии. Однако существуют серьезные сомнения относительно достоверности многих ему приписываемых деяний. Источники, описывающие его правление, зачастую необъективны. Вопросительными кажутся утверждения о его расточительности, поскольку его преемник, Клавдий, не столкнулся с финансовыми трудностями в начале своего правления. Надеюсь, вам понравилось это видео, и вы узнали для себя что-то новое и интересное. Если это так, не забудьте поддержать меня лайком и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Мне очень важно ваше мнение, поэтому, пожалуйста, оставьте свой комментарий под видео, что вам понравилось, а что, возможно, хотелось бы увидеть в будущих видеороликах. Ваша обратная связь помогает мне сделать контент еще лучше. Спасибо за просмотр и до новых встреч на моем канале.